История узбекского народа очень сложна и неоднородна. И это не словесное клише, а факт тяжелой истории всей Центральной Азии. Богатейший регион, прекрасный климат и отличное местоположение означает одно – всегда есть и будут желающие поселиться там и поработить прежнее население. Так случалось неоднократно, и вместе все это наложило свой отпечаток на узбекскую нацию. Часто среди даже образованной и компетентной аудитории можно услышать, что узбеки сформировались очень недавно. Это молодой народ, возникший в недрах Монгольской империи, отчего даже самоназвание узбеки можно вывести из языков тюркско-монгольской группы. И действительно, такой факт имеется. Именно в эпоху монгольской агрессии найдены первые упоминания этнонима узбек, как имени собственного. Однако еще ранее термин узбек применяли агузы и даже древние мадьяры, в значении самостоятельный, не имеющий господина человек. Поэтому можно говорить о том, что народ принял это имя в период, совпадающий с нашествием чингизидов, но существовало оно и раньше. Кроме того, например, в Российской империи до 20 века узбеков именовали сарты, правда включали сюда и таджиков, и вообще все некочевое население. В сущности, это мало меняет тему разговора. Народ может менять самоназвание, язык, на котором говорит, и богов, которым поклоняется, но его люди остаются прежними, и эти процессы мало влияют на историю населения, о которой будем говорить. Итак, первая компонента населения Узбекистана – так называемый памиро-ферганский тип. Он доминирует среди этнических узбеков, а также широко представлен среди таджиков, туркмен и даже некоторых южных казахов. Южнее, например, в Афганистане и Иране, также этот тип близок к доминирующему. Это люди среднего и выше среднего роста по европейским критериям, а по азиатским – высокого. С широкой и крупной головой, резкими и четкими чертами лица, особенно нос и челюсти, с крупным и тонким носом, кожей смуглого тона, темными волосами и глазами. Среди горных таджиков чисто светлые волосы и светлые глаза при общем типе памиро-ферганского комплекса. Почему они так выглядят? Происхождение памиро-ферганского типа прямо связывается с индоевропейскими миграциями бронзового века. И чтобы точно ответить на этот вопрос, науке предстоит решить, образовалось ли расовое типа путем смешения, или же они сами по себе под влиянием условий приобретают те или иные черты внешности. А так как наука уже 300 лет не может найти ответ на этот вопрос, будем принимать во внимание оба варианта. Итак, в бронзовом веке из поволжской культуры Синташта, о которой у нас есть видео на канале, вышел огромный поток населения, кочевавшего на восток. Это были будущие индоарийцы, которые завоюют цивилизации Индии и Ближнего Востока, создадут Персидскую империю и державы Древней Индии. Где-то в районе современного северного Казахстана их часть ушла еще восточнее, к Алтайским горам, и образовала там андроновскую культуру, из которой выйдут скифы, кемерийцы и сарматы. И затем пришельцы из Синташты двинулись на юг, в современную Ферганскую долину, и южнее, а также постоянный приток небольших групп андроновского населения продолжился в регионе в следующие 1000 лет. Люди Синташты и Андронова выглядели схожи, преимущественно североевропейские типы. Генетически сейчас самые близкие народы к этим людям, как ни странно, скандинавы. С крупной головой, широким лицом, резкими чертами лица, крайне рослые и высокая доля имела гена светлых волос и глаз. На огромных повозках, боевых колесницах эти люди шли на юг и питались преимущественно мясом и молоком, почти не зная земледелия. И в Бактрийском регионе они вышли на довольно развитую местную цивилизацию, имевшую города и сеть каналов, земледелие и обработку металлов. Скорее всего, там случилось смешивание двух народов. Аборигены Бактрии принадлежали к средиземноморскому типу, а возможно и дравидийскому, как современные индийцы. Метисация пришельцев с ними и сформировала памиро-ферганский облик. Крупная и широкая голова, физическая выносливость от индоевропейцев из Андронова и Синташты, смуглая кожа, несколько пониженный рост, астеническое сложение от коренных жителей. Раса среднеазиатского междуречия, развившаяся на обширной территории от Волги на западе до Енисея на востоке, из разных истоков эпохи поздней бронзы и раннего железа, является как бы сборным антропологическим типом, в отдельных группах которого улавливаются основные исходные корни на всем протяжении исторического развития народов Средней Азии и сопредельных стран. В расе среднеазиатского междуречия древние, исходные элементы смешивались как друг с другом, так и с принесенными извне. Такие смешения продолжались на всем протяжении истории Средней Азии. Гинзбург, Трофимова, Палеоантропология Средней Азии. Собственно, это население и правильнее именовать индоарийцы, которые затем двинутся еще дальше на юга, в Персию и Индию,
по дороге разделившись и рассорившись на тысячелетия друг с другом. Персидские поселенцы приняли зороастризм, индийские написали Веды и остались верны традиции, и все друг друга взаимно прокляли. Оставшиеся же в Центральной Азии продолжили жить в смешанном полукочевом варианте, став Тураном для братских персов, землей греховных безбожников, хотя и близких родичей, а от более родных индийских ариев отрезанными все теми же персами, вступившими в эпоху процветания. Померо-ферганский тип надолго законсервировался, получая приток генов от потомков андроновских племен – саков, дахов и массагетов, которые усиливали в нем европеоидность. Второй по численности тип среди узбекского народа хорошо показывает, что случилось потом. Над степями Евразии господствовали европеоидные кочевники культур скифского круга. Казалось, так будет вечно. На востоке они угрожают Китаю, на западе воюют с македонцами, считают себя непобедимыми, и действительно вторжение персов и Александра Великого закончились позорным бегством великих армий древних империй. Но вдруг появляется другой народ, который перехватил пальму первенства. Как появились древние тюрки, неизвестно точно. Не утихают споры о том, отдельный ли это этнос или некая очень дальняя ветка монгольской семьи. Но есть факты. Вместо скифо-сарматских племен в степях возникает тюркский каганат. Он займет все территории прежних хозяев и фактически истребит их, доходя до Крыма на западе и западного Китая на востоке. Остались лишь смутные легенды о том, как тюрки были рабами народа Уар на Алтае, где их принуждали днем и ночью ковать железное оружие, жестоко карая за малейшие попытки вольности. Как затем тюрки восстали и победили Уар их же железным оружием, только в пехотном строю, так как у рабов не было коней. Как еще несколько раз все большие армии Уар набрасывались на восставших и были биты, и как наконец они бросились бежать на запад, и как тюрки преследовали их, пока те не оказались в Византии и не вошли в историю под именем Авары. Волны миграции тюркских племен пошли все возрастающим потоком в современный Узбекистан. Постепенно смешивались с коренным населением, который также сильно поредел из-за отхода части сармат на запад. Карлуки, агузы, канглы, кыпчаки, уйгуры и другие, мигрировавшие в регион и ассимилировавшие там местное население, постепенно меняли этнический ландшафт. Но когда по региону ударили монгольские орды, пролился настоящий водопад. Хорезм героически бился с монголами. Каменные крепости годами держали осаду, и монголы хитростью и верломством брали их с большой кровью. Поэтому после захвата не оставляли никого живыми. Геноцид населения навсегда изменил лицо Средней Азии. Вместо померо-ферганцев и нередко даже северных европеоидов от андроновцев и даже греческих колонистов стали занимать монголоидные типы. За века они перемешались между собой. Примерно 30% узбеков, особенно на севере и северо-западе, относятся к туранидному типу, про который также есть видео на канале. Смешанный тип между европеоидом и монголоидом, где азиатские черты скорее доминируют. У них более светлая кожа, жесткие прямые черные волосы, широкое и плоское лицо, черты лица округлые и сглаженные, небольшой широкий нос, часто на низкой переносице с круглыми ноздрями, черные или карие глаза с явно выраженной монгольской складкой века, эпикантуса. Они ниже ростом, несколько склонны к плотному сложению, доминированию жировой надмышечной массой. Туранидный комплекс еще более часто встречается среди кыргызов и казахов, а также среди сибирских татар, монголов, части русских приграничных регионов. У узбеков его доля высока, но не доминирует. С другой стороны, есть много метисных вариантов между туранидами и померо-ферганцами. Коренные народы Узбекистана – узбеки, таджики, туркмены и каракалпаки – преимущественно померо-ферганцы. Казахи и киргизы – тураниды. Но метисное население очень хорошо представлено между всеми группами населения. Если брать не коренное население страны, сравнительно недавно появившиеся в регионе, это русские, украинцы, корейцы, турки и немцы, то они имеют свои характерные типы, пока мало повлиявшие на облик народа в целом. Хотя смешанные семьи довольно чисты, их потомки легко угадываются либо по светлым глазам и волосам при общем типичном облике, либо усилению монголоидности при узбекско-корейских браках. Еще больше разнообразия добавляет то, что границы государств при СССР делали довольно произвольно, и многие этнические группы таджиков и уйгур оказались в Узбекистане, как и наоборот, что придает колорит и особенность населения буквально в каждом районе страны отдельно. Пишите в комментариях, а сможете ли вы отличить узбека от кыргыза или, например, татарина на улице? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.